Друзья, всем привет! С вами я, Свободный художник, и это продолжение истории о моем пути к мечте. Очень скоро я вам расскажу, о чем будет этот выпуск, а сейчас я просто хотел записать приветствие в атмосфере предстоящего праздника. Погнали, быстренько купим то, что необходимо для реализации проекта, и отправимся в мастерскую. Это получился, пожалуй, самый откровенный выпуск, в котором я расскажу, как я пришел к идее создания канала и каким он должен был быть изначально. Поделюсь тем, в какой тупик я зашел и своими планами на будущее. Расскажу, откуда взялась концепция серийной линейки мебели и покажу одно из изделий, которое я создал в рамках рубрики, где я делаю что-то из ничего, а впоследствии продал. А еще подведу небольшие итоги того, что мне удалось реализовать из изделий, которые я делал в рамках этого формата, а также закончу рассказ о себе, чтобы вы понимали о том, с каким бэкграундом я подошел к этапу создания своего YouTube-канала и к очередной попытке научиться зарабатывать на том, что мне нравится делать. Так что усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Как вы уже, наверное, догадались из названия, это выпуск из серии, в котором я делаю что-то из ничего и пытаюсь на этом заработать. Я не помню, когда мне пришла идея этого проекта, но точно могу сказать, что первые кадры были сделаны еще аж 8 октября. Как вы уже поняли, к реализации этого проекта я начал готовиться еще осенью, хотя на самом деле надо было бы начать готовиться летом, потому что когда я заготавливал материал, уже начались дожди, поэтому материал был мокрый, и, соответственно, я его напилил примерно в размер и положил здесь в мастерской сушиться. А сама идея пришла мне на самом деле много лет назад. Я много лет смотрю за всякие фотографии интерьеров, в том числе мне очень нравится стиль лофт, хотя, может быть, это уже какая-то тема изъезженная, избитая, но тем не менее лофт может быть прекрасным. И я очень много раз натыкался на фотографии подобных изделий. Давайте не будем играть в этот раз в угадайку, тем более, что вы не очень активно играете, а если точнее быть, то вы вообще не играете в мои угадайки. И это изделие, это журнальный стол, это такой брутальный журнальный стол в стиле лофт из старого бруса. В общем, эта идея у меня на самом деле в голове сидит уже давно, и осенью я понял, что я хочу наконец-таки эту идею реализовать. И сегодня в этом выпуске эту идею я реализую. Я сейчас немного брус почистил для того, чтобы посмотреть хотя бы первично на его состояние. Конечно, местами вызывает очень большие вопросы, но у меня есть 5 заготовок, хотя столик у меня будет состоять из 4 только. Поэтому я сейчас возьму нейлоновую щетку, надену на болгарку, основательно все это почищу, выберу 4 бруса, которые в более лучшем состоянии, и вот уже из них я буду делать журнальный стол. Так что продолжаем. Друзья, это был ад. Такого количества пыли у меня здесь еще никогда не было. Но зато посмотрите, какие у меня получились заготовки. Изначально я не планировал брошировать брус нейлоновой щеткой или металлической, но когда я его достал, я понял, что это просто необходимо. И вы знаете что? Мне результат очень нравится, мне нравится то, что получилось. Хотя я на самом деле не очень люблю брошированное дерево, но в данном случае это прям придало определенной фактуры древесине, и результат мне очень нравится. И я думаю, что зрители, которые смотрели мои последние 4-5 выпусков, уже отметили тот факт, что у меня зачастую такое бывает, что в процессе реализации какой-то идеи концепция может претерпевать изменения. Также получилось и с этим столом, да, с этим брошированием, и также получилось на самом деле с этим каналом. А смысл заключается в том, что изначально, когда я всерьез начал задумываться о создании YouTube-канала, изначально план был создать DIY-канал, на котором я буду делать различные предметы мебели, предметы интерьера, не знаю, светильники какие-то. В общем, изначально задумка была, что я буду делать какие-то предметы и показывать, как можно это сделать своими руками. Концепция была, я это тоже в одном из выпусков проговаривал, концепция была такова, что материалы, комплектующие для этого можно купить в обычном строительном магазине, либо то, что валяется просто у вас где-то
где-то там на чердаке, на улице, неважно. То есть и была вот именно такая концепция. И дальше эта концепция, она начала развиваться. И я понял, что я хочу добавить немного лайва к этому, ко всему процессу. В дальнейшем я подумал о том, что было бы неплохо показать, как можно попробовать на этом заработать. И плюс у меня давно была моя идея с реализацией своей серийной какой-то линейки мебели. И вот на этом канале все мои идеи, они сконцентрировались и вылились вот в тот контент, который я сейчас делаю. Как вы могли заметить, там, кто смотрел первые прям самые ролики, это были прям такие пробные ролики, в которых я пытался нащупать вот эту вот правильную нить повествования, если можно так сказать. И все это вылилось вот в такой формат, в таких два формата, я бы даже сказал. В одном формате я рассказываю про свою серийную линейку мебели, как я ее создаю и как я пытаюсь ее продавать. И также формат, где я делаю что-то из ничего. То есть это изначально моя концепция для DIY канала. Но в данном случае она слегка трансформировалась еще с тем прицелом, чтобы в дальнейшем реализовать эти изделия, которые я делаю. И помимо того, что вы не очень любите играть в угадайку, я заметил еще одну закономерность. Вам почему-то больше нравится смотреть выпуски, в которых я разрабатываю именно свою серийную линейку мебели. А выпуски, в которых я делаю что-то из ничего, но пользуются меньшим, да, вниманием. Хотя я изначально, если честно, предполагал, что эти выпуски, они будут иметь больше просмотров, и к ним будет больше интереса, потому что здесь больше проявляется какой-то фантазии. И, соответственно, у меня к вам есть вопрос. Напишите, пожалуйста, в комментариях, почему вам интереснее смотреть выпуски про серийную линейку мебели, а не выпуски, в которых я делаю что-то из ничего. 12 декабря было ровно 3 месяца с момента выхода первого ролика на канале. И за эти 3 месяца было сделано столько всего и в плане моего пути к мечте, и в плане количества проектов, которые я реализовал за это время. Но у меня все равно есть стойкое ощущение, что сделано было недостаточно. Потому что если подводить итоги тому, что я делал в рамках рубрики «Бизнес без вложений», то реализовать мне удалось лишь 2 изделия. Это лесенка-вешалка, которую я делал из веток, и столик из USB шпатлевки. А вот у столика судьба сложилась очень интересным образом, и давайте сейчас посмотрим на его новую среду обитания. Так вот, сегодня субботний вечер, я приехал в центр города, меня пригласили на открытие бутика, в котором мы сейчас и встретим этот столик. Столик обрел новый дом, он теперь будет жить в бутике одежды российских дизайнеров, который сегодня только открылся. Сегодня на открытии он используется в качестве фуршетного, но вообще для него предусмотрен свой уголок с 2 креслами. В общем, я думаю, что он здесь впишется как нельзя вообще прекрасно. Я надеюсь, что я сюда еще приеду, когда он уже займет свое законное место, которое предполагается, где будет стоять 2 кресла, где между ними будет стоять он, и увижу финальную картинку. Ну, а так, первый раз был на открытии бутика. А что касаемо продолжения моей истории, то после того, как я расстался с мастерской, которую так долго обустраивал, я решил окунуться в совершенно новую для себя сферу, а именно сферу
туристического бизнеса. Еще это случилось потому, что примерно за год до этих событий мы с друзьями открыли туристическое агентство, но этот год я его не касался совершенно. Я там, может быть, появлялся несколько раз, но абсолютно не принимал никакого участия в деятельности этого агентства, ну, кроме там каких-то рекламных мероприятий и общих организационных вопросов. И я решил погрузиться в эту сферу, изучить ее, узнать, во-первых, для себя что-то новое, а во-вторых, у нас были мысли насчет развития этого бизнеса. Но я сразу могу сказать, что турагент из меня так себе, хотя ничего, конечно, катастрофического в моей работе не было, но очень сильно сказывалось отсутствие совершенно какого-либо опыта в этой сфере. Туристическое агентство впоследствии мы достаточно успешно продали, и я вновь вернулся в автомобильный бизнес. В автомобильный бизнес я вернулся в роли наемного сотрудника, но я попал в очень интересную компанию, в очень интересный салон, где я смог реализовать весь свой творческий потенциал, который можно было реализовать в этой сфере. Мы создавали уникальные проекты в своем роде. Да, это там стоило недешево, но поскольку мы с ребятами были этим увлечены, в это вовлекались и наши клиенты, они с удовольствием шли на эти эксперименты. Мы реализовывали очень смелые идеи, мы придумывали что-то новое. И это было мега крутое время, это было время, когда ты реализовывался как и с творческой стороны, при этом ты получал еще и хорошую финансовую отдачу. И проработав какое-то время, я поехал в отпуск. И лежа на пляже, попивая вино, мне пришла в голову новая идея. Идея строительства дома из морского контейнера. Вернувшись из отпуска, я быстро принялся за дело, и моя жизнь превратилась в такой заколдованный треугольник, потому что утром я просыпался, ехал на работу, после работы вечером я ехал на стройку, и потом возвращался домой на несколько часов поспать, и все начиналось заново. И так длилось это, по-моему, порядка 9 месяцев. А треугольник, потому что географически реально у меня получался это прям треугольник чуть ли не равнобедренный. И по окончании строительства дома я решил в нем какое-то время пожить. Это была как раз-таки зима. Мне было интересно, как это вообще пожить зимой в доме из контейнера. Вообще, что я построил и как в этом можно жить. И как раз-таки в тот период ко мне пришла идея по поводу создания своей коллекции. Идея по поводу создания, по поводу выпуска своей линейки мебели. И как раз-таки эта идея была в том ключе, в котором я ее сейчас и реализовывал. Я уже начал заговариваться. И тогда же были мои первые эксперименты на этот счет. Тогда появились первые лесенки-вешалки. Тогда появилась первая версия стола, которую вы уже видели. В общем, я начал в эту сторону немного двигаться, думать, но на тот момент времени это не получило какого-то дальнейшего развития и продолжения. И плюс я впоследствии продал дом и вновь вернулся в автомобильный бизнес. И строительство дома меня на самом деле очень сильно изменило. Это, кстати, один из тех проектов, в которые некоторые из моих друзей не верили. И было почему? Потому что за мной наблюдалось такое, не знаю, как правильно слово подобрать. Было за мной такое, что я многие проекты начинал и не доводил до логического конца. Но, как я уже сказал, строительство дома меня в этом плане изменило. Да, у меня были тяжелые моменты, были моменты, когда я готов был сдаться. За все время строительства таких моментов, по-моему, было 2. И поэтому мне тяжело себе было признаться сейчас. Я не говорил об этом в прошлом выпуске. Мне тяжело себе было признаться в том, что со своей концепцией серийной линейки мебели, откровенно говоря, я зашел в тупик. Я не смог разработать ее таким образом, чтобы и производство было технологичным, и качество у изделия на выходе получалось высокое. То, что оно не продавалось, я этим не занимался, потому что я занимался именно этапом разработки мебели. И сейчас я признался в этом себе, я признаюсь в этом и вам, что я на самом деле пришел в некий тупик. И мне нужно время, чтобы понять и переосмыслить, либо перезапустить эту линейку мебели, то есть доработать ее, изменить конструктив таким образом, чтобы это соответствовало в первую очередь, наверное, моим представлениям, а во вторую очередь, естественно, чтобы это был качественный продукт.
Либо вообще отказаться от этой идеи, то есть и работать в другом направлении. Вернулся в автомобильный бизнес. И параллельно принялся разрабатывать проект своего следующего дома. Меня очень сильно увлекла тема модульного домостроения. В этом есть как свои плюсы, так и свои минусы, но есть конструктивные особенности, вот задачи, над которыми надо иногда поломать голову. И я очень в эту тему погрузился и сел за разработку своего следующего проекта модульного дома большей площадью, и который должен был быть построен по каркасной технологии. И вот к тому моменту, когда проект был практически готов, ситуация в стране очень резко поменялась. И я стал думать, а что же делать-то вообще? Потому что было, как вы понимаете, непонятно вообще, что делать дальше. И я решил в экстренном порядке переделать проект. Даже не то, что переделать, а сделать новый проект домика поменьше. То есть я решил все-таки не сидеть просто так, сложа руки, и чем-то заняться. И решил, думаю, ладно, я рискну, но постараюсь минимизировать свои потери, ну, предположительно свои потери. И таким образом мы подошли к тому, где я сейчас снимаю. Это небольшой модульный дом, который я разработал и построил. И продать мне его, к сожалению, не удалось, потому что я тут допустил тоже определенную ошибку в том плане, что я предположил сделать полностью готовую коробку, причем сделать дорогую коробку, в чем это была моя первая ошибка. Я использовал дорогие качественные материалы, это касается и конструктива дома, это касается утепления, и это касается отделочных материалов. То есть коробка дома получилась достаточно дорогой. И я предположил, что такой небольшой дом кто-то захочет оформить внутри уже непосредственно под себя. То есть самая такая сложная задача — это построить именно коробку, утеплить ее. А вот внутри мне казалось почему-то, что многим людям захочется оформить, уже сделать все непосредственно под себя. И это была моя вторая ошибка. И сейчас в этом доме я устроил мастерскую студию, в которой я снимаю все свои ролики. И поскольку большую часть накопления я вложил в то, чтобы построить этот дом, то для запуска канала я продал автомобиль, на котором тогда ездил. Но ласточка, мой ламповый автомобиль, появилась раньше, она появилась до этого. Мои друзья знают мою страсть к классическим автомобилям. Автомобиль, который я продал, его нельзя отнести к классике, потому что по возрасту он еще туда не подходит. Но его можно отнести к классике, потому что это был Ford Mustang. И, соответственно, мои друзья знают мою страсть к классическим автомобилям. И ласточку мне предлагали дважды приобрести. Ее продавал дед друга моего друга. И мне ее предложили сначала в ноябре месяце. Один владелец, пробег 90 или 80 тысяч, я сейчас уже не помню. По описанию это была реально прям ласточка. Но когда мне прислали фотографии, я ужаснулся, конечно, и отказался от этой идеи. Но прошло некоторое время, буквально, мне кажется, там 2 или 3 месяца. И повторно мне поступило предложение все-таки задуматься о приобретении этого автомобиля. И в один из зимних дней мы с друзьями отправились забирать ее за городом. Это было, в общем, отдельное приключение. Так что ласточка появилась у меня до того, как я продал еще свой предыдущий автомобиль. И в тот момент я уже знал о том, что я начну снимать канал, и ласточка должна была стать атрибутом этого канала. Собственно говоря, она этим атрибутом стала, а еще параллельно стала моим повседневным автомобилем. Так что, друзья, то, что вы видите на этом канале, это моя самая настоящая попытка научиться зарабатывать на том, что мне нравится делать.
Я закончил работу над этим журнальным столиком, и примечателен он тем, что его размеры соответствуют принципу золотого сечения. А еще он примечателен тем, что мне удалось его реализовать, даже не успев выставить на Авито. Еще вчера мне написала девушка на Авито по поводу столика из ОСБ и шпатлевки. Он у меня там размещен как пример, и в объявлении написал, что могу создать похожий. Так вот, вчера вечером мне написала девушка по поводу этого столика, а я ей в ответ написал, чтобы она не торопилась и подождала сегодняшнего дня. И сегодня, когда я только закончил этот стол, я его отфотографировал и отправил ей фотографии. Стол ей очень понравился, и буквально несколько минут назад я получил предоплату за него. А предоплату я получил ровно в тот момент, когда записывал кружочек для своего телеграм-канала. Так что сейчас я этот стол упаковываю, и мы отправляемся отвозить его покупателю. И на этом моменте мы с вами перемещаемся в будущее, потому что предыдущие кадры были записаны в понедельник, а сегодня уже среда. И сегодня в планах у меня первым делом отправить победителю светильник. А дальше уже по традиции, которая сложилась сама собой, я поеду приводить голову в порядок и уже потом отвозить столик заказчицы. Погнали! Добрый день. Здрасте. Хочу посылочку отправить. Надо вскрывать, смотреть, что вы отправляете. Я в прошлый раз отправлял запакованный, и все, как бы никаких вопросов вообще не было. Ну, как бы у нас просто по регламенту мы обязаны досматривать, что вы отправляете. Блин, я даже видео-то не заснял в этом. Посылку я отправил не без сложностей, конечно. Я первый раз столкнулся с такой ситуацией, но, слава богу, все получилось. Так что скоро победитель получит свой светильник. А зритель, который выиграл лесенку, он пожелал, чтобы лесенку эту я продал, а деньги отправил на благотворительность. Поэтому лесенка, она сейчас в продаже. Если у вас есть желание пожертвовать деньги детям, то можете перейти на мой профиль в Авито по ссылочке в описании и приобрести эту лесенку. Ну а я сейчас отправляюсь отвозить столик заказчицы. Здравствуйте, а мне, пожалуйста, маленький капучино. У Елизаветы, так зовут покупательницу столика, получилась очень интересная история со своим столиком. Она сделала столик, похожий на тот, который я делал из ОСБ и шпатлевки. Но у нее, я хочу сказать, получилось даже круче, чем у меня. Мне, по крайней мере, на фотке он понравился гораздо больше. Единственное, что она сделала ошибку, и, насколько я понял, корпус этого столика она сделала из пенопласта, а поверх покрыла его, ну, насколько я понял, просто ЦПС, да, цементно-песчаной смесью. Выглядит, конечно, бомбически, но, к сожалению, ее столик не выдержал репетиции Нового года и погиб. Елизавета на месте сейчас не будет, она задерживается на работе, к сожалению, но будет ее молодой человек, и я надеюсь, он во всех красках расскажет эту историю. Так что, а я продолжаю стоять в пробках, предновогоднее время, и мне кажется, в какое время сейчас не выйди, всегда будут пробки. В общем, стоим. Добрый вечер, Денис. Очень приятно. Так, ну, в принципе, здесь одному человеку его удобнее будет нести, поэтому давайте я его сейчас на плечо себе закину, и вы меня поведете. Давайте. Так, по плану тоже стоять прямо здесь. Слушайте, у вас отлично, на самом деле, диванчик прям низенький. А историк. И столик прям, да. А это что такое, из пены сделали, что ли? Девушка работала называется, на выставке. И после работы ей вот в качестве презента Офигеть. подарили такую картину. Выглядит просто бомбически. Слушайте, шикарно. Правда шикарно. А видно, что брусы такие толстые. Брус это называется? Да, брус самый Если что-то, конечно, в щель упадет, то уже, видимо, не достанем. Без вариантов. Тут как бы, да, разрушить этот столик. Не, ну в сравнении с тем, что мы сделали сами, конечно, ну... Слушайте, ну мне на самом деле, вот на фотографиях, то, что Елизавета присылала, мне понравилось то, что вы сделали. Видите, мы не все продумали, назовем это так. Наверное. То есть решили, что если пенопласт есть, и хорошо, просто его зашпаклевали, все с него попадало, порушилось. Это он. Как зовут? Кеша. Кеша, привет. Привет, Самый ласковый кот на свете. Более ласкового не найдется. Класс.
Короче, столик, получается, он был из пенопласта весь, да, Сделал полностью из пенопласта, да, потом у нас дошло, что если не сделать никакой верхний слой, то Мгм. он будет просто проминаться. Дошло очень поздно, мы купили просто ДСПшку, заклеили ее сверху, покрыли это еще раз слоем, ну и получилось как бы не самое лучшее, что могло бы получиться. То есть там мы сидели, просто пальцами ковыряли ногами, он весь крошился на части, получается, вообще полностью. Пережил одну тусовку, и вот я позавчера его на помойку добросовестно отнес. То есть старались 2 дня, 3 дня работали, и Ага. все это нас мало. Слушайте, но получили зато какой опыт наверняка. С другой стороны, если мы этого не сделали, не нашли бы вас, не нашли бы этот столик. Тоже верно. И на самом деле Елизавета, получается, очень... Можно я? Класс, я люблю такие кресла. Елизавета очень вовремя написала. То есть она мне написала буквально накануне того, как я этот столик закончил. И вот так вот прям все сложилось. И я же не знал, понравится ей или не понравится, подойдет вам по стилистике как бы или нет. Ну вот она показывала мне на выбор, получается, изначально был какой-то другой столик, Мгм. там был какой-то из материалов, как тоже шпаклевки, а потом предложила деревянный. Мне вот деревянный нравится больше лично. Ну, лично для меня. Девушке тоже понравилось. Ну, Кеше, видимо, тоже нравится. Да, Кеша прям уже заценил, я смотрю. Да. Единственный вопрос его, нужно чем-то покрывать? Нет, он уже покрыт. Он уже покрыт лаком, да. Ну и я думаю, что он выдержит все ваши тусовки. Ну да, если будем ковырять пальцами, точно не сломается, по крайней мере. Это да. Это 100%. Это да. Столик доставлен, покупатели довольны, мы сейчас так замечательно пообщались. Я сейчас возвращаюсь к монтажу этого ролика, а мы с вами перемещаемся назад в мастерскую в прошлое. Поехали! Друзья, несмотря на то, что не все получилось, несмотря на трудности, с которыми я столкнулся, и массу ошибок, которые я совершил, я также совершил и массу открытий для себя. Я открыл для себя съемочный процесс, я открыл для себя удивительный мир монтажа. Поэтому развитие YouTube-канала — это теперь неотъемлемая часть моего пути к мечте. И в новом году будут новые интересные форматы, в которых речь пойдет не о моем пути. Возможно, вы даже не представляете, насколько мне важна ваша поддержка, как я не представлял, насколько сильно канал на YouTube будет стимулировать меня что-то делать и постоянно двигаться вперед. Спасибо вам за то, что смотрите. Спасибо за ваши теплые слова поддержки. Спасибо за вашу критику и за ваши идеи и советы. Друзья, давайте в новом году открывать для себя что-то новое, пробовать что-то неизведанное и, на первый взгляд, возможно, пугающее. Давайте верить в себя и в свои силы, потому что я на 100% уверен, что у каждого из нас есть все, чтобы добиться того, что нам действительно важно и нужно. А на сегодня это все. С наступающим вас и до новых встреч. А я пошел дальше двигаться к своей мечте.